Настроение. Это вообще оргазм. Я не считаю себя профессиональным композитором. Где, в какой русской деревне вы найдете валторну? Мы же актеры, да? Мы, правда, редко играем. Очень хорошие уши. Птица, Нас собрал Ее Величество музыка. Вот на, бери. джаз. Мы только что общались с командой, очень все продуктивно, конструктивно, и иногда незаметно, что приятно. Но вот, тем не менее, свет и звук мы сделали довольно быстро, при том, что это не так просто озвучить. Если говорить о зале, акустика соответствует акустическим нормам, что приятно. Мне понравилось это пространство, во-первых, новизной, и, во-вторых, тем, что здесь очень отзывчивые работают люди. Главным образом для музыканта очень важно то, как будет звучать. Когда ты во время настройки, во время репетиции сталкиваешься со звукорежиссером, а звукорежиссер — это, как правило, ну и по факту, это, в общем, сотоварищ, это коллега сценический. Потому что если он не сделает нормальный, хороший звук, то, собственно говоря, все, что мы хотим донести до публики, оно не будет донесено. У нас, на самом деле, Он чувствительный. Да, чувствительность большая, надо немножко... Я бы мечтал бы здесь играть чаще. Просто здесь много музыкантов, много желающих, поэтому даже то, что мне дают возможность здесь играть там 2-3 раза в год, это прекрасно, я люблю это место. За какое настроение отвечаете вы и ваши коллеги по сцене? Ну, я отвечаю за центральное настроение. Аркадий и Сергей не менялись местами, иногда они почему-то вдруг меняются положением на сцене. Я остаюсь всегда в центре. Я должен акустически ловить два инструмента нервнозначных и голос Сергея. То есть у вас такое настроение как бы ответственности? Да, да. У каждого своя есть история, у каждого свой голос, но чем хорошо именно вот это троение, это тем, что мы приносим с собой свой собственный опыт, но создаем единое настроение. Наше как бы отношение к этому материалу сегодня, оно должно быть пронизано национальным достоинством. Это наша земля, это наша страна, это наши корни. Оставаясь корневыми, мы привносим сюда настроение других каких-то музыкальных сфер. Мы же актеры, да? Вот в этом трио у каждого есть своя роль. У нас получается такие 3 моноинструмента. Естественно, бас ведет как бы основную функцию, да, он у нас базис. Сережа, он, естественно, летает, он в полете, он птица. А моя задача эти 2 начала соединить, и их объединить и уравновесить. Нас собрал Ее Величество музыка. И мы уже, наверное, лет 30 вращаемся в одной среде. Нам интересно вместе что-то творить, что-то искать. В детстве я довольно-таки часто ездил в сельскую местность, и в частности в деревне Поволжье. И поэтому для меня не было неожиданностью то, что мы начали играть музыку, связанную с фольклором. Мы, правда, редко играем, потому что все заняты в других проектах очень много. И Аркаша, как солист, постоянно то там, то здесь смотришь информацию. Он уже сыграл с ним концерт, а завтра он уже может быть где-нибудь в далекой-далекой стране. Вы здесь услышите и альпийский рок, кстати, и даже увидите его. И будет диджериду, который вообще как бы к русской традиции никакого отношения не имеет. Мы все-таки еще и художники, поэтому краски, которыми мы пользуемся, они могут быть разными. В какой русской традиции вы слышите диджериду или там корно пасторичо, валторну? Где, в какой русской деревне вы найдете валторну? На многих инструментах буду играть, и на разных флейтах, и на рожке, на гуслях. Я не считаю себя профессиональным композитором, но поскольку музыкантом я все-таки себя считаю. Так. Время от времени в жизни музыканта возникают разные ситуации, и у нас случаются разные кризисы, но и после этих кризисов наступают какие-то озарения. Вдруг бац, тебе с небес подкидывается какая-то идея, говорит, вот на, бери эту идею, и ты
Спасибо, слава тебе, Господи. Так иногда появляются на свет песни. И сегодняшних песня «Глубоко», она достаточно давно уже существует, с 2003 года. Она меня как бы спасла, выручила. И как выяснилось, что она даже очень многим людям нравится. Коллеги-музыканты по цеху зарядились этой песней, восприняли ее вообще как народную, потеряв по дороге автора, да, и стали переделывать ее на свой лад. То есть она пошла, и она теперь в десятках обличьев разных. Вот. Я собираю коллекцию такую, мне даже любопытно. Глубоко, глубоко, в колодезе Вада, глубоко, глубоко, в колодезе Вада, глубоко. Когда мы говорим об этно-джазе или фольк-джаз, или народный джаз, естественно, джаз — это состояние кайфа, состояние радости, джаз. Если идти дальше к черным, так сказать, корням, то это вообще оргазм просто. Вот что такое джаз. Глубже того, мои скорби, глубже того. Широко разлилась река, широко, широко разлилась река, широко.